Всем доброго дня. Вчера, получается, мы ездили бить большой круг. Это 35 километров. Заезжали во вторую избу, заезжали к нашим друзьям в избу, тоже протапливали печку. Так как морозы стоят минус 30, и они все еще стоят уже третий или четвертый день. Даже сейчас минус 30. Все замерзшее. Снега полное на деревьях, просто уйма снега. Ехали, еще все заросшее, там, где мы участок били. Били в течение 4 или 5 часов мы ехали. 5 часов, что ли, вроде. В общей сложности. В общем, приехали. И уже в Оконцовье здесь километров, наверное, 4 до дома. Мы приехали уже по сумеркам. Даже по темноте мы приехали. В Оконцовье уже километра 4-5 замерз карбюратор. Газ перестал скидываться. Вчера ничего не стал делать. Потому что приехали только, да и в темноте, что ковыряться. Думаю, сегодня, если будет потеплей, а сегодня потеплее не стало. Думаю, все равно надо делать. Вышел, хочу снять, высушить его, потому что снега очень много выпадает сверху в щели. Тает, где-то какая-то тяга, видимо, где-то что-то обледенело, и газ не возвращался. Потихоньку доехали, там остановился, я включил вторую передачу, и потихоньку дотопали. Сейчас буду разбирать карбюратор. Сломал стекло вчера, потому что мороз был минус 30, а в какую-то ветку, а веток просто тьма. Сломал стекло, ударил после того, как сломал стекло, бровь рассек, ну так, маленько, ссадина. Ничего страшного. Ну так в целом проехались. Много лосиных следов. Глухарей видели пару штук. И так в целом, в принципе, ничего больше не видели. Ну, самое главное сделали. Пробили дорогу, чтобы нам в дальнейшем ездить в будущее, в зиму. Уже как бы будет натоптано. Ну, хотя бы старый след будет видно. Сейчас буду снимать карбюратор. Это, в принципе, по времени-то недолго. Газ, вот это место, газулька все работает, а вот сюда наморозилось, лед наморозился, надо закрывать здесь какой-то чехол, делать вот таким. Нагрели воду, сейчас попробую. В общем-то завел, короче, нифига. Скидывается газ, но что-то с заслонкой не то. Вроде бы все работает. Подтекает бензин маленько. Все понял. Вот она что, пружинка. Это спала. Ну ладно. Сниму все равно карбюратор. Здесь вон лед кругом. Везде просто. Сниму карбюратор. Просушу его хорошенько. Почищу, посмотрю. Потому что морозы минус 30. Ну, всякое может быть. Лучше уж сразу же предостеречься и все проверить. Так, у меня есть два карбюратора. Вот один, который сейчас я снял. Второй его родной. Отсюда сниму сейчас. Собака зашла, отсюда сниму сейчас жиклер воздушный, поставлю на этот. Попробуем. Ну и как раз посмотрим, нет ли льда или мусора какого-либо. Так, нужна другая отвертка. Так как узкой отвертки у меня с собой не нашлось, придется подточить ту, которая имеется.
Все чисто. Здесь тоже собираем все в обратном порядке. Ставим холостой ход. Собираем воздушный фильтр. Ой, фильтр. Теперь топливный. Ставим на место. Так, проверим, кому еще сразу же. Вот здесь. Здесь прокладка есть, бывает, из-под нее текет. Так, это у нас сверху стоит. Нет, прокладочка в отличном состоянии. Собираем все обратно. Все работает. Собираем поплавковую камеру. Прокладочка. Крышка. Пойду поставлю родной и буду пробовать заводить. Покажу все. Собрали карбюратор, устанавливаем его обратно. Ставим сам карбюратор. Ставим тягу. Ставим пружинку. Она у меня здесь, конечно, уже бедненькая. Прошла и Крым, и Дым. Но он проехал двигатель уже не менее 15 тысяч. Так что как бы даже и так на этом спасибо. Прокладочку не забываем. Кожух топливного, кожух воздушного фильтра. Сапон не забываем. У меня идет заслонка, сервопривод на открытие-закрытие воздушного клапана. Так как на двадцатках он не заводится, даже на горячем, на закрытом, приходится делать его вот так. У меня стоит кнопка управления стеклоподъемника от машины возле руля, чтобы не лазить по сугробам туда-сюда. Сделал я так. Есть у меня колхоз тоже небольшой, так как на Лифане фильтр топливный не предусмотрен. Я его поставил сам, но он мешает управлению газом. Приходится, чтобы он не задевал, сам фильтр притягивать, а иначе он будет мешать. Ну и так выбираем, как бы ничего страшного. Так, в целом готово. Сейчас попробую завести. Так, ага, холодный. Ну что, все работает. Слава богу. Газует. Все как положено. Так проверил. Все здорово.
Сегодня мы решили еще покоптить курицу холодного копчения. Вчера вечером, получается, после бани мы ее повесили на сушку прямо здесь, в этом в ящике. Ящик, кстати, самодельный, сами делали. Сегодня время уже обед у нас. Решили начать ее коптить, чтобы до 8 вечера ее покоптить. Потом уже надо самим идти в баню. Так. Вот. Так что закрываем ящик, она уже все висит. Щепу засыпали мы. Устанавливается шланг. Включаем этот вентилятор на всю для розжига. Поджигаем. Так, дым потихонечку пошел, вот видно. Все, ящик набрался дыма, уже видно то, что там он заполнен. Сделали потише на средние обороты, будем смотреть по мере вообще как наполнение ящика. Если надо добавить, не надо, убавим. Все, теперь печка топится, будем подкидывать иногда. Сейчас закрою поддув, чтобы она просто на антенне стояла. Будем ходить там образно 20-40 минут вот так вот в промежутках, посматривать. Стрельнул тут глухаря, отошел недалеко от избы. Поставили коптиться, да пошел прогуляться. Собакой стрельнул. Далеко расстояние было, конечно, метров 60, наверное. Еще в таком ЧПЖ, в том месте. Тройка контейнерованной бахнул. Наглухо сразу же упал. Удивился вообще. Так, закончили мы копчение. Коптили мы 7 часов, время 8. В общем, получилось у нас что-то вот такое румяное, но выглядит хорошо. Сейчас она у нас еще повисит здесь до завтрашнего, наверное, где-то. Мы сходим в баню, сейчас вынесем этот ящик, сходим в баню, развесим здесь ее дальше сохнуть. И завтра в обед, наверное, попробуем, естественно, и остатки завакуумируем в пакеты. Будет лежать, храниться.
Пойдем порыбачим. Сегодня мы выбрались на рыбалку. Так, буквально на пару часиков проверить одно местечко здесь неподалеку от избы, совсем близко. Сегодня у нас крайний день, завтра уже домой едем. Вот решили испробовать, может что будет. Сейчас глухозимье, у нас в принципе осенью рыбы мало здесь было, потому что воды очень мало было. Не думаю, что здесь можно что-то словить. Так, я думаю, если даже будет ловля, то 1-2 штучки вот так вот, максимум. Но основная рыбалка у нас будет весной уже. Так, зимой, конечно, будем выходить на лед, пробовать ради интереса порыбачить. Но так в целом, не знаю, ну, будет видно на самом деле. Пока погода хорошая, теплая, почему бы и не порыбачить. Ну вот. Была поклевка. Одна единственная, уже лунок, наверное, с 10 прошел. Обычно на этой яме хоть одного-двух, но достанешь. А тут что-то, ну еще есть спиток лунок. Посмотрим, может что клюнет. Но здесь сейчас была, но что-то как-то клюнуло и один раз. Сейчас положу на дно и чуть-чуть приподниму. Может он на дне стоит.